Добрый день. Это расклад для тех, у кого Солнце, асцендент, либо стелиум планет находится в знаке зодиака Козерог. Это расклад, Таро-прогноз на сентябрь 2022 года. Я достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга. Итак, первая карта. Прекрасные новости для вас, Козероги, потому что, скорее всего, в сентябре вы будете чувствовать взаимность в отношениях с вашим партнером, мужем, либо женой. Для кого-то это новый союз, для кого-то это продолжение отношений, возможен даже переход отношений в более интимную фазу. И здесь, конечно, взаимная любовь. Вот главное, взаимная любовь, страсть. И партнер, который вас очень сильно привлекает, в первую очередь сексуально. Относительно финансов, здесь тоже хорошая ситуация. Возможно, что вы считаете, что ваши заработки и вообще финансы должны быть как-то честно заработаны. И вам лучше, конечно, зарабатывать свои деньги своим трудом. И у вас так будет душа спокойна, вы знаете, что то, что вы делаете, никому не приносит вреда. Также ваши заработки могут зависеть вообще от вашего в целом настроя. Если вы будете веселы, бодры, если вы верите в то, что вы делаете, то ваши финансы могут приумножаться даже. Также это может быть заработки в сфере университетов, преподавательской деятельности, иностранных языков, либо связи с иностранными коллегами. Может быть, это какие-то заграничные, зарубежные поездки вам необходимо совершить, или может быть, это деньги, которые необходимо потратить на перспективу развития, на обучение какое-то. Но мы сейчас еще откроем сектор карьеры, и, может быть, пояснее будет ситуация относительно работы в сентябре для вас, Козероги. Здесь такая карта, которая говорит о том, что, возможно, вам не хватает общения с вашими близкими. Может быть, у кого-то нарушились контакты с братом или сестрой, или они стали какими-то холодными. Когда-то была какая-то ссора или что-то, какая-то ситуация, которая заставила вас закрыть свои чувства, эмоции относительно какого-то вопроса, но глубоко в душе вас это очень ранит. Это может быть не обязательно брат, сестра, это могут быть родственники, какие-то близкие друзья и даже соседи. Какие-то люди, которые близки к вашей семье, к вашему дому. Также эта карта может означать вообще о недостатке общения. Может быть, даже не то чтобы недостаток общения, а эмоции. Когда мы общаемся с людьми, мы хотим получить какие-то эмоции. Так вот, вам, может быть, будет недостаточно того, что вы получаете. Может быть, вас не понимают. Вы не можете рассказать кому-то о том, что у вас на сердце, что вас действительно беспокоит. Но не исключено, что эти чувства к вам пришли либо из вашего детства, может быть, от вашей мамы, да, и какие-то детские переживания, либо они связаны с вашим местом жительства, с вашей семьей. Вот видите, еще одна карта, да, вот эти две карты, по ним мы можем судить о том, какой у вас будет работа, заработок, в целом продвижение по карьерной, либо бизнес здесь. И как видите, я не думаю, что у вас будут проблемы с деньгами в сентябре, возможно, даже наоборот, вы будете считать прибыль. Единственное, что, может быть, вы не захотите расставаться со своими деньгами, тратить их на что-то. Здесь как бы у вас такие две крайности. С одной стороны, вы вроде бы понимаете, что надо быть щедрым, жертвовать на какую-то благотворительность, например, а с другой стороны, вы очень скупой и даже не хотите тратить деньги на какие-то необходимые нужды, например, в вашем доме или там вашим родителям подарить что-то, чтобы они более комфортно жили. Ну, это я как пример, конечно, сейчас привожу. Может быть, вы действительно откладываете какой-то в доме ремонт,
потому что просто не хотите тратить денег, как бы проявляете какую-то скупость. Хотя деньги у вас есть, и они будут у вас в сентябре. И, может быть, вы получите какую-то вообще сумму одну, например, там, не знаю, закончится у вас выплата кредита, или вы выйдете на пенсию, или вам, допустим, отпускные, какие-то премии выплатят в сентябре. Но вы как-то будете эти деньги очень придерживать и не захотите особо их тратить, возможно. Но посмотрите, еще одна прекрасная карта. Она еще и говорит о том, что и в бизнесе у вас прекрасно пойдут дела. Давайте сразу откроем последний сектор. Ну, это тоже такой сектор, который говорит у вас, что и на душе у вас все спокойно. Но просто замечательные карты. Я хочу так сказать, что в бизнесе вам нужно обязательно держать лицо, держать марку. Видите, здесь королева. Если вы, например, ваш бизнес зависит от вас лично, вы должны как-то пиарить себя, не жалеть на это деньги, либо что является лицом вашего бизнеса. Туда вам нужно вкладывать, на это нужно делать ставку в сентябре. Может быть, это даже бьюти-индустрия или работа с женщинами. То есть все ваши клиенты должны быть вот такие, как эта королева, уверенные в себе, красивые, довольные. Это то, что может принести вам доход. Также ваши любые творческие занятия, в том числе отношения с детьми, вы будете себя здесь чувствовать уверенно, вы как-то будете... У вас будут деньги на все развлечения, на какие-то предметы роскоши даже, я бы вот так сказала. Ну а по этой карте тоже здесь такое спокойствие в душе. Вы как будто бы как телец здесь, да, хоть у нас сейчас расклад для знака зодиака Козерог, но судя по этим картам, вы немного тельцовские мотивы будете проявлять в сентябре, потому что телец, он любит, когда у него полны всего закрома. Да, ну раньше это было, допустим, или кто сейчас занимается сельское хозяйство, поле там поспел урожай, да, и вот вы это ваше богатство, вы знаете, что у вас есть прибыль, из-за этого вы чувствуете себя очень хорошо, но эта прибыль пришла к вам, конечно, не просто так, вы, возможно, работали, трудились, и вы вот мудры и спокойны, вот такое ощущение у вас будет, возможно, вы захотите поехать на природу, там еще как-то восстановить свои силы, это бы я даже рекомендовала вам сделать в сентябре, потому что этот сектор еще отвечает за здоровье. И здесь ваше здоровье помогут вам наладить, возможно, домашние животные, какая-то приятная атмосфера в доме, она вообще у вас будет. Может быть, какие-то легкие разговоры, обнимания там с вашими близкими, любимыми. Может быть, кто-то даже заведет домашних животных или как-то улучшит свой быт, либо вы, может быть, улучшите вашу сельскую жизнь, например, если у кого-то есть дача или что-то такое, решитесь, допустим, посадить что-то, ну, в общем, какое-то сельское хозяйство вас будет привлекать. Или вы задумываетесь об этом, что это действительно было бы неплохо, что, может быть, вы уходите на пенсию. Кстати, вот я тоже хотела сказать, что вот по этой карте такое есть, что кто-то, может быть, уходит с работы и обретает покой в сельской местности, да, либо на даче, либо домашними животными, в занятиях каких-то вот такими делами. Пересчитываете ваши денежки, доходы, да, ну, то есть это спокойные все карты. Единственное, только вот немного меня волнует вот этот сектор переговоров, да. Ну, наверное, в связи с тем, что в сентябре у нас будет Марс и Меркурий в ретро-движении, я не рекомендую вам заниматься какими-то важными документами, новыми. Если это что-то нужно переделать, доделать, какие-то текущие дела, то, конечно. Но если вы решите начать что-то новое, например, там, оформление наследства или какие-то переговоры, может быть, вам нужно с братом, сестрой вести по поводу вашего дома, то, возможно, здесь не все так гладко пойдет, вы будете чем-то расстроены, либо это будет с какими-то эмоциональными такими надрывными состояниями, то есть, может быть, например, там и согласятся люди на какие-то ваши условия, но вам придется из-за этого попереживать. А давайте еще спросим у карты из колоды Ленорман, какой совет они могут дать на сентябрь для козерогов и как вообще прожить этот месяц, что они дополнят, как дополнят эти карты наш расклад.
Так, карта время. Ну вот карты такие тоже несут в себе и семейные какие-то, да, дела, и любовь. Ну вот видите, как здесь у нас в первом доме вышла такая карта любовников, страстных, причем любовников. И здесь у нас выходит карта лебедь. Это просто замечательно. Это если у вас есть партнер, то я думаю, что ваши отношения продолжатся еще с большей силой, с какой-то большей страстностью, может быть, перейдут на какой-то новый уровень. Если вы в поиске каких-то отношений, не исключена встреча, либо вы уже знаете этого человека, но вы решите с ним отношения перевести на новый уровень. Как бы время пришло для каких-то перемен в вашей жизни. И эти перемены могут быть связаны с вашей семьей, с родителями, с вашими детьми, потому что здесь у нас дерево, это наш род, это может затрагивать любых родственников, да, близких в основном родственников из вашей семьи. Так что здесь не исключено, что какие-то перемены, может быть, вы решитесь на что-то. У каждого это может быть свое, да, кто-то уходит с работы, занимается бизнесом, кто-то, например, решается уйти с работы на пенсию, чтобы находиться с внуками, да, кто-то, может быть, решает уехать на зиму, всю зиму, допустим, провести, раньше вы этого никогда не делали, на вашем участке, вместе с вашими какими-то животными. В общем, вот такие варианты. И еще, что у нас здесь скажет нам колода Moonology, какой совет даст козерогам. Это полная луна в знаке Тельца. Но Телец — это тоже планета денег. И здесь такое впечатление, что вы будете как-то особенно внимательны к вопросам вашего имущества, вашей собственности, того, что вы уже заработали, что у вас есть. Ну, у каждого человека тут может быть своя собственность, кто-то даже собственностью своей считает своего партнера. И вы вот будете такие тельцовские собственнические энергии проявлять в сентябре. Вам захочется, возможно, даже скупость какая-то здесь. Но Телец, он любит все планировать наперед. И здесь, наверное, вам тоже такой совет, что если вы решитесь потратить в сентябре какую-то иную сумму, да, или какие-то вложения, то это должно быть что-то действительно стоящее, качественное, как любит Телец. Ну, так и вам такой совет, наверное, да. Если вы и решаетесь вступить в союз с мужчиной или женщиной, то вы должны быть уверены, что этот человек будет экономичный, что он будет приумножать ваше с ним совместное состояние, да, а не тратить его. Ну и также вот эта карта, она же тоже относится очень серьезно к Тельцу, и она говорит о том, что Телец — любитель чувственных наслаждений, поэтому именно в сентябре, возможно, вы осознаете то, что насколько важна близость с партнером, быть достаточно близки. Может быть, вы искали давно такого человека, который именно в этом плане вам подходит. Так что, в общем-то, неплохой гороскоп. Я желаю вам всего самого наилучшего, дорогие козероги, и до встречи на моих новых видео. Всем пока!